Как здесь можно есть? Все выглядит просто ужасно, и никто не придерживается никаких санитарных правил. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. А мы все-таки попробуем. Привет, я Лара. Вот уже 8-й год я живу в стране пирамид. И сегодня приглашаю вас отведать настоящую местную кухню в маленьких арабских ресторанчиках. Маленькие забегаловки, перевозные тележки, палатки и сверкающие заведения. Все это места, где можно перекусить или плотно покушать. Я постараюсь доказать, что местная еда – это не только безопасно, а еще вкусно и очень дешево. Все как везде. Можно кушать прямо в ресторанчике, купить еду с собой или заказать доставку. Кстати, здесь это может выглядеть вот таким вот образом. Если вам захотелось в Хургаде позавтракать аутсайд, то будьте готовы, что, предположим, сырники, яйца бенедикт или какие-то еще изыски вы вряд ли найдете. Зато местные локал-завтраки вам предложат здесь практически на каждом шагу и в огромном количестве ресторанов. Понятие «ресторан» здесь очень отличается от того, к чему мы привыкли. Да и разнообразия в меню особо не ждите. Десятилетиями, поколение за поколением, и египтяне едят одно и то же. Изобретать чудо-салат или блюдо от шефа тут и в голову никому не придет. Если вы хотя бы раз были в египетском отеле, то знаете, что из себя представляет завтрак в стране фараона. Но ни в одной, даже самой лучшей пятерке, не приготовят фулитамию так, как в маленьком местном ресторанчике, в который я вас сегодня приглашаю на завтрак. Ориентир простой. Центральная улица Хургады Шератон. Проходите большую мечеть и практически на месте. Ресторанчик Абуая находится прямо на Шератоне. По внешнему виду он ничем не отличается от множества заведений, в которых продают фулитамию. Но по наличию людей и большому количеству машин рядом с рестораном можно понять, готовят здесь хорошо. Часто в названиях ресторанов и магазинов используют слово «абу». Это в переводе с арабского означает «папа». Абу-Ая означает, что открыл его человек, у которого есть дочка Ая. В честь себя и этого события владелец и назвал заведение. Над интерьером здесь тоже никто не заморачивается. Столы и стулья из нержавейки здесь во всех локал-ресторанчиках. Других вариантов вы не встретите. Непременный атрибут – это вентиляторы. Для такого уровня ресторанов кондиционер – большая роскошь, а жара летом далеко за 40. Меню вам здесь вряд ли понадобится. В таких заведениях оно практически всегда на арабском. Рекомендую подойти с официантом к витрине и просто показать пальцем, что вы хотите. Такой способ отлично работает. Моего арабского хватает, чтобы сделать заказ. К тому же ассортимент везде один и тот же. Запомнить было несложно. Салат из свежих овощей и зелени, хлеб лепешками, ну и, конечно, классическая томея, которую у нас принято называть фалафель, а также острые баклажаны и обязательно баба гануш. В этом ресторане икру из печеных баклажанов с тахиной готовят просто восхитительно. К слову, такого жирненького и калорийного завтрака мне хватает примерно до ужина. Обошлось мне все это в 25 фунтов, примерно $1,5. Обратите внимание, в других подобных заведениях в то же самое время людей практически нет. Здесь этот показатель работает лучше любого TripAdvisor. Я бы, конечно, могла выпить стаканчик Нескафе или растворимый 3 в 1 в ресторане, где я завтракала, но, естественно, нет. Я иду пить настоящий арабский кофе в кафе, которое находится рядом с моим домом. Эль-Сарая кафе расположено немного в стороне от центральной улицы. Выглядит весьма атмосферно, рассчитано на местного посетителя, ну и гости европейской наружности здесь встречаются часто. С утра в сарае пусто и комфортно, по вечерам здесь аншлаг. Этот необычный механизм охлаждает воздух, жара набирает обороты, а в таких кафе кондиционеры не ставят.
Меню в таких кафе – это только напитки. Зато еду вы можете приносить с собой, и вам никто ничего не скажет. Интерьер напоминает антикварную лавку. Старинные чайники, тарелки, часы, картины хочется рассматривать и трогать. Ну, а понятие «сервис» в Египте очень своеобразное, причем везде. Но мне ведь не трудно самой подвинуть грязную пепельницу. Зато кофе здесь отличный. Для того, чтобы заказать вам в таком маленьком кафе кофе, нужно сказать «Айза ахва». Сразу уточняйте, сколько вам нужно сахара, а затем наслаждайтесь ароматным, бодрящим напитком. На ночь пить такой кофе не рекомендую. Заснуть после него лично мне не удается долго. В раскаленный арабский полдень многие заведения будут закрыты, но с приходом вечера открывается абсолютно все. Независимо от размеров и уровня, заведения сверкают разноцветными огнями, заманивая к себе посетителей. Несведущему человеку будет не так и просто разобраться, где, что поесть, ведь каждое локал-заведение в Египте имеет свою направленность. Вот эта штукенция, которую делает сзади меня молодой человек, называется хававши. Бывает с разной начинкой, с мясом, с сыром, очень даже вкусно, жирно, калорийно, иногда такое ем. Готовка прямо на улице на столе, руками без перчаток. Может шокировать тех, кто впервые прилетел в Египет. И большим спросом пользуется у нас сирийская кухня. Она считается одной из лучших среди арабских кухонь, поэтому у нас очень много ресторанчиков, палаточек с сирийской едой. В данном случае это вот такая симпатичная выпечка, которую, как и все, готовят прямо на улице и руками без перчаток. Сегодня я хочу вас пригласить на ужин на очень специфическое египетское блюдо. Называется эта штука кошери. Мимо такого яркого и сияющего ресторана пройти сложно, согласитесь. И вновь процесс приготовления пищи полностью открыт для обозрения. Меня гостеприимно встречают, я думаю, надо зайти и отведать сегодня кошер. За кошер? Кошери? Окей, кошери. Владелец ресторана основательно подошел к оформлению. Красный цвет очень привлекает внимание. А интерьер вам уже знаком. Серебристые нержавеющие столы и стулья, как я и говорила, здесь во всех локал-заведениях. Посуда в единометаллическом стиле – еще одна характерная особенность ресторанчиков города. Долго ждать не пришлось. Ровно через 5 минут мой заказ был готов. Встречайте! Традиционная кошери. Попробуем разобраться, что же такое египетское кошери и почему его так любят местные жители. Очень своеобразный микс, на первый взгляд, всего, что попало под руку. Если вам блюдо кажется странным, все же советую попробовать хотя бы один раз. Продукт получается очень сытный и по стоимости совсем бюджетный. К блюду подается томатный соус, которым обязательно поливается кошери. В сухомятку, пожалуй, такая еда и не пролезет. Отдельно на столе стоит супер острая смесь, которой египтяне тоже поливают кошери. Но с ней стоит быть осторожным. На самом деле это такая невероятно ядерная смесь, в которую входит рис, макароны нескольких сортов, чечевица, жареный лук. Своеобразно, но тем не менее иногда очень даже вкусно. Обошлась мне такая еда в 17 египетских фунтов. Это примерно $1. Следующий ресторан уже не относится к категории локал. Заведение популярно среди местных жителей и туристов. Ну и в завершении небольшого египетского гастротура по локал местам я хочу пригласить вас в сетевой ресторан, который есть практически в каждом египетском городе. Название весьма непривычное для русскоговорящего уха. Называется ресторан «Гад». Здесь обстановка, интерьер и мебель уже выглядят иначе, добротнее и респектабельнее по египетским меркам. Но вот с сервисом в маленьких уличных ресторанчиках все обстоит куда лучше, как это ни странно. Не скажу, что я люблю этот ресторан, сервис тут, как всегда, отвратительный, но, тем не менее, покушать можно. Я сегодня заказала малахею и египетский рис. No food, no food. Если сравнивать этот зеленый египетский суп с чем-то нам знакомым, то, пожалуй, близких продуктов я и не нашла. Готовят блюдо из одноименной травы.
Египте очень популярное. Едят обычно с рисом или просто с хлебом, используя лепешку вместо ложки. Признаюсь честно, есть я это блюдо стало далеко не сразу. Наверное, только на 3-й год жизни в Египте я решилась попробовать этот суп. Ну, еда на самом деле, конечно, на любителя, потому что суп такой, как бы так сказать, чтобы было прилично, соплеподобный немножко. Но на самом деле это очень вкусное блюдо, и говорят, что оно еще очень полезно. Суп с рисом мне обошелся в 40 фунтов. Едой я осталась довольна. А в остальном про ресторан «Гат» ничего хорошего сказать не могу. Официант, который твердил «no фото», нагло вымогал у меня чаевые. Пришлось пожаловаться менеджеру, хотя не думаю, что это изменит ситуацию с уровнем обслуживания. В этой сети ресторанов предлагают еду различной направленности. Уже знакомые нам завтраки, можно купить пиццу, мясо различных видов, салаты, крепы с начинкой, шаурму, хот-доги и сэндвичи. Вот только морепродукты вам здесь не подадут. Для этой категории есть рыбные рестораны. Их в Хургаде много, и они заслуживают того, чтобы сделать отдельное рыбно-креветочное видео. Пишите в комментариях, какое блюдо из показанных мной вам запомнилось больше всего? И как вообще относитесь к необычным кулинарным изыскам в других странах? Готовы пробовать или все-таки предпочитаете традиционные и знакомые блюда?